Доброго понедельника! В эфире InFact. Не успела Ubisoft анонсировать новых героев, как оказалось, что уже есть альфа, что ее уже кто-то поиграл, и этот кто-то спешит поделиться свежими подробностями. В Olden Era на данный момент 6 фракций: Храм, Некрополь, Лесной Союз, Подземелье, Рой и еще одна раса, которую покажут позже. У каждой по 7 типов юнитов, которые можно прокачать. Существа имеют пассивные и активные умения. Чтобы использовать последние, нужно копить энергию во время битвы. Каждый день в замке можно что-то построить. В нем же мы нанимаем войска, собираем ресурсы, изучаем магию и открываем фракционные бонусы. Бои ведутся в пошаговом режиме на двухмерном поле с ортогональной камерой. Полководцы тоже принимают участие в сражениях. Они могут атаковать или колдовать, но сами не становятся целью нападения. Правильный подбор заклинаний может перевернуть ход всей битвы. Зарабатывая опыт и повышая уровень героя, ему можно выбрать один из 3 предлагаемых навыка со своими поднавыками, из чего выстраивается ваш билд. Все доступные заклинания изучить не получится. Одни чары будут исключать другие. Помимо героя, прокачке подвержена и сама фракция. Выражаться это будет в перках. Кроме сюжетной кампании, Olden Era предложит режимы «Один герой» с 1 жизнью и арену для любителей сражений. Также будут и многопользовательские рандомные карты на 10. Heroes of Might and Magic Olden Era запустится в раннем доступе Steam во 2 квартале 2025. Блогер под ником Гейб Фаллоуэ выкатил ролик, в котором собрал все, что ему удалось нарыть на тему новой Half-Life. Пробежимся по основным тезисам. Итак, по мнению последователя Гейба, так называемая Half-Life X станет прямым продолжением Алекс. Есть основания полагать, что в новой игре тему с гравитацией очень сильно разовьют. Она начнет влиять на все окружение. В коде HLX нашли строки, описывающие поведение ИИ в условиях меняющейся гравитации. Будет динамическая смена дня и ночи, система погоды, настроение NPC, новая система транспорта, коим смогут пользоваться как игроки, так и неписи, а также нашлись следы мира Зен с упоминаниями Хаундай, Зен-гориллы, Зен-медузы, Блобулятора, ну и классические хэдкрабы, зомби и муравьиные львы тоже отметились среди находок. Кроме того, ожидается открытый или близкий к открытому мир с умными NPC, что бы это ни значило. По словам Гейб Фаллоуэ, игра подбирается к этапу внутренних тестов, тому самому зловещему этапу, на котором Valve уже успела отменить множество других проектов. И даже если игра это переживет, премьеру ждать придется еще очень нескоро. Подробнее читайте в новости по ссылке. И, кстати, про другую новую игру от Valve. Компания сняла эмбарго на публикацию материалов по своему новому моба-шутеру Deadlock и открыла страничку в Steam. Но пощупать проект пока можно только по инвайту. Впрочем, рассылали их чуть ли не каждому. Вентили сразу же предупредили, что шутан на ранней стадии теста, поэтому его еще полировать не дополировать. Геймплейно перед нами скорее моба. Есть карта, на ней 4 линии с живучими роботами вместо башен. Есть 2 команды по 6 персон, задача которых разнести базу противника. На данный момент доступен 21 герой, среди которых и саппорты, и танки, и самолеты, и Джим Керри, и вот это вот все. Подбор матча устроен так, что в одной катке не будет 2 одинаковых героев. При этом перед матчем тебе предлагают выбрать сразу 3. У каждого перса есть 3 активные обилки и ульта. Есть обычные и заряженные атаки, а кроме того герои умеют парировать чужие выпады. По карте протянуты монорельсы, по которым можно перемещаться. Можно эти линии продлевать, когда пробиваешь оборону противника. Свитков телепорта нет, но зато раз в несколько минут по монорельсу можно прокатиться в турбо-режиме. В магазинах можно покупать снаряжение за души, выбиваемые из крипов. Сейчас серверы Deadlock запускают на ограниченное время по будням и выходным. Когда игра появится, так сказать, полноценно, неизвестно.
Умельцы из BioWare решили продемонстрировать игровой процесс за высокоуровневого персонажа в Dragon Age The Veilguard. Для показа они избрали класс Воин. Сначала показали, как для героя выбирают умения и ульту, а также усиляющие руны. Следом занялись экипировкой. Хотите играть от защиты, берите меч и щит. Для агрессивного стиля больше подойдет двуручное оружие. Также перед боем следует грамотно подобрать компаньонов для пати. Им можно выдавать снарягу и выбирать пассивки, однако с собой можно брать только двоих. Во время непосредственно схватки интерфейс игры подскажет, какие способности бьют по уязвимым местам противника, и да, будут разноцветные полосочки. Герой с щитом блокирует удары, может провести мощную контратаку, а при успешном парировании поджигать меч, который будет наносить больше урона. Кроме того, он умеет швырять щит и легаться своими немытыми копытами. Копьем на цепи же можно будет притягивать врага к себе, аки Скорпион из МК. Что еще для нас заготовили разработчики из нынешней BioWare, узнаем 31 октября. Игра стартует на ПК, PS5 и Xbox Series. Авторы нашумевшей Blasphemous опубликовали трейлер своей новой игры. Называется она The Stone of Madness, и если ты фанат Франциско Гойи, тебе никак нельзя ее пропускать. Визуальный стиль отсылает к картинам знаменитого художника 18 века. Собственно, примерно в это же время разворачивается и действие игры. Причем там же, в Испании. Нам под управление выдают 5 заключенных иезуитского монастыря, которые мечтают о том, чтобы выбраться на свободу. Происходит все в реальном времени, поэтому придется планировать, что делать днем, а какие дела откладывать на вечер. При этом ночью активизируется и всякая нечисть. Каждый персонаж имеет свои уникальные черты и навыки, включая темную магию, а вместе с тем страхи и психологические травмы. Так что придется контролировать состояние их рассудка. На старте обещают 2 кампании с уникальными персонажами и задачами. The Stone of Madness выйдет в 2025 году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Правда, русского языка пока не планируется. Похоже, в успех Конкорда верили только издатель да разработчик. Вышло же так, что пиковый онлайн после релиза в Steam составил всего 697 человек. Это даже меньше, чем у вышедшей на днях в магазинчике Valve многострадальный Skull and Bones. Отзывы у Конкорд, в общем-то, неплохие, но даже в положительных рецензиях игроки задают слишком много вопросов. Унылый дизайн персонажей, скудное обучение, скучные режимы, но главное, чего не понимают пользователи, это за что тут отдавать $40. Несмотря на грустную ситуацию, игру, тем не менее, собираются поддерживать контентом минимум в течение года. И под финалочку пробежимся по оставшимся новостям. Платформер с налетом соусов Tales of Iron 2 Whiskers of Winter перенесли на февраль 2025. Игра выйдет на всех платформах. 11 октября из раннего доступа вырвется Starship Troopers Extermination. В релизной версии появится жук-танкер, планета мутировавших жуков Бориас, небольшая одиночная сюжетка на 2-3 часа и галактическая кампания для кланов по 30 человек. Платформы ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Obsidian призналась, что Evout не потянет 60 FPS даже на Series X, поэтому на Xbox поиграть удастся лишь при 30-ке. Зато будет красивая картинка, освещение и сочные эффекты. Недавно студия Techland вместе с анонсом Dying Light The Beast объявила, что игра бесплатно достанется владельцам ультимативного издания Dying Light 2. Теперь же разработчики сообщили, что 30 сентября Ultimate Edition снимут с продажи. Если кто собирался брать, не прошляпьте. И на этом у меня все. Залетайте к нам на сайт, читать еще больше новостей и обзор Just Crawl Things от нашей Джуби. И не проходите мимо свежего ролика Семена Окрокова, который погрузился в игры серии Battlefield, чтобы отыскать среди них лучшую. Приятного ознакомления и хорошего вам дня!